Всем привет! Сегодня у меня на обзоре портативная во всех смыслах этого слова беспроводная колонка Bloody S3 Carry от компании Afotech. Габаритные размеры устройства по длине, ширине и толщине составляют 102 на 82 и на 46 мм соответственно. Вес колонки по моим замерам получился 208 грамм. Корпус с обеих сторон облачен приятной акустической тканью. Сзади расположили две противоскользящие силиконовые ножки, а спереди красуется логотип Bloody и 3 кнопки управления. В правый верхний торец интегрирована специальная веревочная петля для крепления колонки на карабин или что-то похожее. Кнопка включения и сопряжения находится в верхнем торце рядом с LED-индикатором. Единственный интерфейс в виде гнезда для зарядки поместили в нижней части. В комплекте с устройством идет добротный зарядный кабель Type-A на Type-C в тканевой оплетке длиной 1,30 м. Здесь заявлен класс пылевлагозащиты по стандарту IP66, и при таком раскладе я бы настоятельно не советовал окунать устройство в воду. Да, дождик и брызги колонка выдержать должна, однако это не 8 класс защиты по воде, и разъем для зарядки не защищен заглушкой, так что лучше с этим не рисковать. Сопряжение со смартфоном происходит по классике, по нажатию кнопки Power. За связь отвечает современный Bluetooth модуль версии 5.3. К сожалению, никаких других вариантов подключения и воспроизведения музыки колонка не предусматривает. AUX разъема и слота под карту памяти сюда не установили. Доступно только беспроводное соединение. Как и любое Bluetooth устройство, помимо смартфона, колонка может спокойно работать и с другими гаджетами, ноутбуком, планшетом или же телевизором. Также при желании и наличии двух таких устройств их можно объединить в стереопару. Такая функция здесь имеется, а вот мультиподключение на два устройства данная модель не предусматривает. Как я уже успел отметить ранее, для управления функциями мультимедиа на корпусе предусмотрено 3 механических кнопки. В середине разместили треугольник плей-паузы, а по разные стороны от него находятся клавиши плюс и минус, которые помимо своего прямого назначения регулировки громкости, при удержании на пару секунд отвечают за переключение композиций вперед и назад соответственно. Фирменного приложения по настройке для данной колонки не предусмотрено, по крайней мере в маркете я такого не нашел. Возможно, оно появится со временем, но пока все работает без него. Аппаратно за звучание здесь отвечает один динамик на 5,5 Вт диаметром 40 мм, а из доступных аудиокодеков на выбор имеется передача по AAC и SBC. Музыку устройство проигрывает чисто, с хорошим напором и, как ни странно, приличным объемом. Супербаса от такой малышки, конечно, ожидать не стоит, но в целом баланс по частотам здесь отличный. Лично я даже не ожидал услышать из такого формата какого-то качественного звука, однако был приятно удивлен. Колонка звучит очень мощно и четко, все частоты находятся в гармонии, ничего не выпирает и не пытается перетянуть внимание на себя. На самом деле, несмотря на габаритные размеры, колонка довольно громкая, слушать ее на максималках в помещении, особенно в сценарии с фоновой музыкой, будет не каждый. А вот на улице, скорее всего, придется выкручивать все на 100%. И если это будет локация с умеренным шумом по типу пикниковых посиделок, то максимального уровня для атмосферы хватать должно. Конечно, устроить дискотеку не получится, но тем не менее. Емкость встроенного аккумуляторного блока составляет 1200 мАч, чего по заявлению производителя хватит на 6 часов непрерывного проигрывания музыки. Особых условий тестирования здесь не заявлено, так что при оптимальном использовании на указанное время рассчитывать вполне можно. Понятное дело, что чудес не бывает, и от такого компактного корпуса ожидать чего-то большего по части автономности смысла нет. Но я повторюсь, для своих габаритов колонка умеет в звук довольно мощно, что для определенных сценариев очень даже хороший вариант.
Подводя сегодня некий итог, могу отметить, что S3 Carry мне определенно понравилось как по звучанию, так и по внешнему виду. Признаюсь честно, беспроводных колонок от данного бренда я раньше не встречал, а вот игровая мышь V7 и коврик Bloody в моем арсенале уже около 10 лет, и вот на данный момент все прекрасно функционирует и находится хоть и в немного потрепанном, но более-менее первозданном виде. Так что на данный момент претензий к качеству и надежности продукции бренда лично у меня нет. Что же получится в случае с S3 Carry, покажет только время. Устройство еще свежее и длительного опыта эксплуатации пока не имеет. Ну а я вроде бы все, что хотел по данной колонке, сегодня рассказал. Надеюсь, мой обзор был полезен, и на этой прекрасной ноте я, пожалуй, буду закругляться. Спасибо, что посмотрели это видео, лайк, подписка по желанию, и до встречи в моих следующих обзорах. Пока-пока.